Приветствую тебя, дорогой зритель, на канале Заградчик и обзоры. Сегодня у нас народный любимец Redmi Note 11. Полная версия, модификация 6.128. Версия глобальная. Есть все, что нужно для того, чтобы достать с упаковки и уже начать пользоваться. Сейчас все детально и кратко рассмотрим, и я оставлю свой отзыв. В комплекте мы получаем помимо смартфона скоростную зарядку Quick Charge 4.0 33 Вт. Она способна зарядить смартфон чуть больше часа. И это очень хорошо, мне это знакомо, потому что сам пользуюсь Poco X3 и время от времени будем ссылаться на него. Забыл упомянуть сразу, что это версия с NFC. В упаковке мы получаем скоростной комплект зарядки с 33 Вт. Этот способ передает технологию специальную Quick Charge 4.0 и способен зарядить смартфон чуть больше часа. Также идет в комплекте прозрачный, плотный, хороший силикон со всеми отверстиями и есть заглушка для зарядки. А также на сам смартфон наклеена пленка защитная хорошего качества, но лучше заказать стекло. И, конечно же, идет в комплекте скрепка для извлечения лотка сим-карт. На упаковке указан цвет Twilight Blue, и видно, что этот голубой цвет имеет интересное покрытие, матовое задней крышки. Корпус полностью выполнен из пластика, но в руках ощущается будто бы рама из металла. Здесь приятная на ощупь крышка, также из пластика, не оставляет отпечатки пальцев, имеет необычный приятный корпус. Одев родной силиконовый чехол, его внешний вид не портится. При этом стоит отметить, что у силиконового чехла над экраном слегка выступают края. Это очень хорошо. В этом случае, если вы приклеите стекло, то стекло будет на уровне с вашим силиконовым чехлом. Доступ к сканеру отпечатка пальцев, кнопке громкости. Открыты все разъемы. Диагональ экрана составляет 6,43 дюйма. И здесь у нас очень качественный AMOLED экран с яркостью до 1000 нит. Очень яркий. И поддерживает функцию Always On Display для тех, кто любит, чтобы подсвечивалась только нужная информация. Корпус смартфона защищен по стандарту IP53. От защиты попадания пыли и даже какой-то влаги. Потому что если обратить внимание на лоток с сим-картами, здесь у нас имеется резиновая прослойка. Белая полоса, которую вы видите, это у нас силиконовая прокладка. И посмотрите, какой классный здесь лоток. 2 нано-сим-карты и карта памяти до 1 терабайта. Снизу располагается главный динамик. Он здесь не один. Разъем для зарядки USB Type-C с поддержкой OTG подключения, чтобы можно было подключать внешние флешки или же даже мышку с клавиатурой. Основной микрофон, и он тоже здесь не один. И посмотрите на верхнюю часть смартфона. Разъем 3,5, что очень здорово. Еще один динамик, который играет вспомогательную функцию, больше преобладает по высоким и средним частотам. Еще один микрофон, и здесь располагается инфракрасный передатчик, чтобы управлять бытовыми приборами. Всем хорошо знакомый пульт от Xiaomi. Справа на корпусе располагается кнопка питания без люфта, а также сканер отпечатка пальцев со встроенной кнопкой. Она имеет механическое нажатие, а также просто по прикосновению сканирует ваш отпечаток. Сканирование происходит очень быстро. При этом отлично срабатывает и скорость разблокировки по лицу. Прикоснулся. Увидела. Если закрою глаза, открыл, разблокировался. Отлично. У экрана минимальные рамки. Внизу есть кнопки. Они на экране, но лучше переключиться на управление жестами. Есть темная тема, есть защита глаз с желтым оттенком и разные функции, которые доступны в прошивке MIUI от Xiaomi, версия 13.0.10. Версия стабильная, и у нас здесь сейчас на данный момент 11 Android. Уже многим начинает приходить на разные смартфоны 12 Android. Мне уже на Poco X3 пришел. Ждем, чтобы и сюда прилетела эта прошивка. Зайдя в настройки экрана, можно включить функцию «Пробуждать при взятии в руки», а также использовать двойное касание. Посмотрите, как это работает. Лежит смартфон, я его взял в руки, и он включился, и увидел мое лицо, и разблокировался. Точно так же и по двойному тапу. Включился, увидел лицо и разблокировался. Давайте покажу вам яркость. Это максимальная яркость, а это минимальная. Максимальная, минимальная. Конечно же, камера приспосабливается, вы это видите по заднему фону, но если включить минимальную, кажется, ну вообще на экране ничего не видно.
Поверьте, в ночное время там хорошо все видно, и эта минимальная яркость отличная. На улице же максимальная яркость очень выручает, и идет приспособление к улице с помощью еще контрастности. Смартфон в Antutu Benchmark набрал 279 188. Это развернутые показатели. И что стоит отметить, что во время тестов температура поднялась на 4 градуса. Это стандарт, это норма, и 24 это мелочи. Теперь давайте посмотрим более детальные характеристики этого народного любимца. Плата здесь характеризуется как Special. Процессор установлен Snapdragon 680, 4 ядра Cortex A73, 4 Creo 260. Всего 8 ядер с максимальной частотой разгона 2400 МГц. Собран по 6-нанометровому техпроцессу. За графику отвечает Adreno 610. Частота экрана 90 Гц. И это действительно плюс современным дисплеям, так как плавность картинки очень приятная, особенно на AMOLED экранах. Разрешение 2400 на 1080. 440 dpi и поддерживает 10 касаний. Основной модуль камеры на 50 мегапикселей. Давайте посмотрим, выпирает ли он. Да, но в чехле идет отлично, все вровень. И хотя, как заявляют, что есть стабилизация, но я ее не заметил на съемку основной камеры. То есть она настолько минимальна, что мне ее не хватает, так как есть это у меня на Poco X3, но и там и цена гораздо выше. Тут есть еще несколько модулей, а всего 4, и рядом находится вспышка. Один отвечает за широкоугольный, второй макро, и третий это отвечает за эффект боке. Классный эффект боке получается и на задний модуль камеры, и с помощью цифровой обработки на передний модуль камеры. А передний модуль камеры на 13 мегапикселей. Кстати, задний модуль поддерживает ISO до 6400, а передний только на 800. Включив фонарик, мы видим, что он яркий, средних оттенков, что и нужно для качественной съемки. Емкость встроенного аккумулятора 5000 мАh. А посмотрите, какие тесты выдал во время тестирования от 0 до 100%. 4636 мАh. Отличные показатели. И я думаю, что вы с удовольствием узнаете, сколько он продержался в YouTube. Больше 12 часов. Тест батареи от 100 до 0% вы можете посмотреть здесь в подсказках. Отдельным видеороликом он уже вышел на канале перед этим обзором, и вы сможете увидеть, как он себя показал в этих тестах. Аккумулятор держит очень хорошо. Если пользоваться в среднем по минимуму, звонки, сообщения, без игр, то может продержаться несколько дней. Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi. И еще одна фишка, что вы можете использовать его как Wi-Fi репитер. Для этого достаточно подключиться к вашей домашней сети и потом включить раздачу интернета. Посмотрите, включена раздача, и у нас появилось, что я ловлю сигнал свой домашний, и смартфон раздает его дальше, как другие устройства уже смогут подключиться на этом месте. По сути, усилил сигнал. Это тоже плюс. Есть полноценно работающий NFC и Bluetooth версия 5.0. Поддерживает все современные бенд-стандарты. И теперь давайте посмотрим датчики. Всего 18 датчиков, ребята. Акселерометр, игровой вектор вращения, геомагнитный вектор вращения, датчик силы тяжести, гироскоп некалиброванный, датчик освещенности, линейный акселерометр, магнитометр, некалиброванный магнитометр, датчик приближения, вектор вращения, датчик сильного движения, шагомер, детектор шага, стационарный датчик обнаружения движения и некалиброванный датчик акселерометра. Только что запустил первый тест GPS, и он мгновенно увидел 26 спутников и начинает к ним подключаться. 6, 8, без всяких ускорений, 18, отлично, уже 20, ну то есть примерно до 30 дотянет. Сейчас давайте посмотрим, что это за типы спутников. Beidou, GLONASS, Galileo и GPS. Отлично. Все типы спутников. При получении у смартфона в глобальной версии с сайта AliExpress по ссылке вы можете найти, где я покупал. Вы внутри вашего смартфона обнаружите некоторые предустановленные какие-то игры, которые вам вообще, может быть, даже не знакомы и не нужны. Вы их сможете удалить, они своего рода так наполовину установлены. И еще некоторые программы, которые тоже вам, возможно, не понадобятся. Я установил уже свои, и сейчас нам еще нужно провести несколько тестов. Тест диктофона, тест звука и тест в игре. Ну и оставлю свой отзыв. Диктофон я уже настроил, формат записи WAV. Запускаем тест. Проверка микрофона у Redmi Note 11.
Я сейчас разговариваю в нижнюю часть смартфона. Раз, два, три. Теперь направляю верхним микрофоном и записываю верхним. Проверка связи. Вы все это время слышали звук с этого смартфона. Говорю максимально близко и не сильно громко, будто бы с собеседником. Кстати, записи разговора в этой модели нет. Теперь проведем тесты звука. Устанавливаем максимальную громкость. Запускаем. Звук идет и с этого динамика, и с этого. Звук Dolby Atmos с очень классным стереоэффектом. Поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говори до утра. Думаю, этих тестов достаточно, чтобы понять, что звук качественный, громкий, многополосный. Теперь запускаем Asphalt 9 на максимальных настройках. И я скажу, что очень хорошая графика. При этом я еще отдельно вставлю скрин во время высоких настроек. То есть, когда были высокие настройки в игре, я еще и делал запись с экрана на максимальной графике. Отдельно после этого тоже посмотрите. Запускаем игру и поехали. Тест пройден. Теперь посмотрите скрин-рекорд. Тесты камеры вы сможете увидеть в окончании видео. Внутри есть все необходимые настройки и функции для качественной съемки. Теперь подведем итог о самом смартфоне. Учитывая, что этой модельке уже почти год, она действительно многим полюбилась и доступна по цене. Его цена на момент обзора была $201. Ссылку на него, на чехол, на стекло оставляю в описании под видео. И на другие еще интересные аксессуары к данному смартфону. И лично мне смартфон очень понравился. Мне тоже нравится статус, который дали ему как народный, хороший, доступный смартфон, полюбившийся многим, и я его однозначно рекомендую. Теперь фотографии и видео, и я думаю, вы не забудете подписаться, если еще не наш постоянный зритель. Ну а наши зрители, не забудьте поставить лайк, от вас он очень ценен. Всем спасибо, пока. Съемка с рук во время ходьбы. Первое видео на задний модуль камеры у Redmi Note 11. Это без стабилизации, как мы понимаем, и 1080-30 кадров. Если остановиться, подвигаться, автофокус, быстро настраивается, претензий нет. Ну и я в кадре. Раз, два, три. Проверка связи, микрофона 2.
Сейчас проверим и передний модуль. Передний модуль в действии. Проверим его одновременно и на улице, и в помещении. Я в помещении. Привет. Входим. И съемочка в помещении. Это у нас супермаркет. Пришел за заказом от Валюши. Разговариваю вполголоса, тихо. Меня не очень-то и слышно. Точно такие же настройки. 1080, 30 кадров. Вот так съемка с рук в помещении при комнатном освещении без вспышки на задний модуль камеры. Мурашка, привет. И тряска тоже, как вы видите, есть. Ну, а вот так вот со вспышкой. Это уже, конечно же, что-то. Место Мурашки любит здесь, на сушилке, находиться. Это ее тут кроватка. И любимая конфета.